Ночью мы сели на поезд Рамешврами и, преодолев путь через юг Тамилнаду, к утру прибыли в Салем. После насыщенного дня в одном из самых святых мест Индии нас ждало новое паломничество в сердце Дравидийской земли. И на ближайшие 2 дня нашим домом станет местный храм Искон. И хотя главный храм еще в процессе строительства, но он уже стал живым центром вайшнавской культуры, где воспевается слава Господа Кришны и передается чистое послание Бхагавата-дхармы. Но о самом храме я расскажу чуть позже, когда мы вернемся из Намаккала. Именно туда мы отправляемся сейчас, в древний город, в самом сердце которого возвышается величественный скалистый холм. Его история уходит вглубь веков, а предания, связанные с ним, раскрывают удивительные страницы прошлого, восходящие ко временам Господа Рамы. После победы Господа Рамы над Раваной, Хануман отправился вернуть гору Сандживани на ее прежнее место. По пути в районе современного Непала, недалеко от реки Гандаки, он обнаружил священную шалаграмму Шилу и решил взять ее с собой. Следуя на юг, чтобы снова присоединиться к Господу Раме, Хануман сделал остановку в этом месте, где в то время Лакшми-деви совершала аскезу. Она стремилась узреть Господа в его необычайной форме Нарасимхи, ведь когда он отправился, чтобы защитить прохладу, все произошло так стремительно, что Лакшми не успела созерцать его в этом грозном облике. Лакшми с благоговением попросила Ханумана позволить ей поклониться этой шалаграмме Шиле и через нее узреть Господа. Получив его согласие, она приняла божество в свои ладони, а Хануман тем временем отправился совершать Сандхья-вандану. Однако Виграха оказалась настолько тяжелой, что Лакшми не смогла удержать ее в руках и осторожно опустила на землю. В тот же миг шалаграмма Шила чудесным образом начала расти, превращаясь в величественный холм. Когда Хануман вернулся, он был поражен. Вместо небольшой шалаграммы Шилы перед ним возвышался целый холм. Прежде чем он успел что-либо сказать, перед ним и Лакшми-деви явился сам Господь Нарасимха, озаряя все вокруг сиянием. В этот момент Лакшми-деви с трепетом склонилась перед ним, осознав, что ее аскеза увенчалась успехом. Хануман же, увидев Господа, испытал неописуемую радость, чувствуя, что тот признал и его служение. Так это место стало священным, а холм – вечным напоминанием о чудесном проявлении Господа. После Даршана Господь Нарасимха постановил, что отныне каждый преданный, желающий прийти к нему, должен сначала поклониться Лакшми-деви, как символу милости и преданности. В знак благодарности за служение Ханумана он повелел ему оставаться на западе, лицом к храму, чтобы охранять это святое место и даровать благословение приходящим сюда. Хануман, приняв это как великую честь, установил мурти, высеченные из самой шалаграммы Шилы. Со временем вокруг него вырос отдельный храм, ныне известный как Намаккал-Аджанейра. По ведическому этикету, прежде чем получить даршан Господа, следует сначала выразить почтение его преданному. Поэтому мы приносим поклоны Хануману и получаем его благословение, прежде чем отправиться к Господу Нарасимхе. В этом месте Хануман пребывает в состоянии великой силы и готовности к служению. Его мурти высотой 5,5 метров считается одной из самых высоких и почитаемых в Южной Индии. У него нет крыши или свода над головой, потому что, согласно преданию, никакая крыша не способна вместить его божественное присутствие. Местные преданные рассказывали, что предпринимались попытки возвести крышу, но каждый раз она необъяснимым образом обрушивалась. Ну а в главном святилище пребывает Господь Нарасимха в позе Амарна Колам, сидя в величественном спокойствии. В его руках шанка и чакра. Одна рука сложена в Вакхана мудру, призывая преданных, а другая покоится на колене. Местные преданные говорят, что если внимательно вглядеться в его когти, можно различить следы крови Хираньякашипу, напоминание о том, как Господь защитил своего преданного. С противоположной стороны холма расположен храм, посвященный Господу Ранганатхи. Здесь он пребывает в позе Каркадака Шайном, возлежит на могучем змее.
Согласно преданию, царь Нагов Каркоттака совершил суровую аскезу, поклоняясь Господу Вишну, и просил его отдохнуть на его теле. Господь даровал ему этот благословенный даршан, и потому Ширанганатха в Намакале изображен возлежащим на Каркоттаку. Особенностью храма является то, что лицо этого святого змея напоминает рычащего льва, что делает этот образ Господа уникальным. Пришло время возвращаться в Салем, и это возможность больше рассказать об этом грандиозном храме. На входе нас встречает Хануман. Преданные с почтением называют его верховным инженером, вдохновляющим и оберегающим строительство храма. Пока главный храм еще находится в процессе строительства, поклонение проходит в Санкиртан-холле. Здесь сияют божества Шиши Гаурнитай, воплощение милости и сострадания, которое открывает путь к чистому преданному служению через воспевание святого имени. Их сияющие формы излучают божественную благодать, а их присутствие наполняет сердца преданных радостью и вдохновением. В будущем, с завершением строительства, храм станет еще более величественным центром преданности, где будут установлены божества Господа Чайтаньи и Шри Радха Гокулананды, дарующий преданным возможность поклоняться им в духе Гаудия вайшнавской традиции. Стоит отметить, что это будет первый полностью каменный храм Искон. Сам храм занимает почти 2500 квадратных метров и сможет вместить 2000 человек одновременно. Он полностью построен из каменных блоков, некоторые из которых весят более 30 тонн. В храмовом комплексе будут установлены сотни резных изображений, каждая из которых представляет собой уникальное произведение искусства, мастерски выполненное традиционными резчиками из Джайпура. Вот одно из них – удивительная скульптура Ананта Шеши, вырезанная из черного мрамора и весом в тонну. Так как при строительстве используются исключительно каменные материалы – стены, полы, арки, колонны и балки, для завершения проекта потребуется 150 тысяч тонн гранита. В коридоре вокруг храма посетители смогут увидеть выставку Шримад Бхагаватам – сцены из игр Кришны, вырезанные из розового песчаника. Мастера вложили в них столько мастерства и тонкости, что кажется, будто сами изображения оживают, передавая истории, запечатленные в вечных писаниях. Эта выставка по Шримад Бхагаватам растянулась на 173 метра, так что потребуется время, чтобы увидеть все экспонаты. Под каждым из них будет размещен QR-код, позволяющий посетителям услышать рассказ об этом эпизоде на своем языке. Раздача прасада каждому посетителю – важная ведическая традиция и неотъемлемая часть храмовой культуры. Для этого используют только качественные и натуральные продукты – рис, дал, свежие овощи, готовятся на топленом масле и дровах, а искренняя преданность поваров превращает простую пищу в божественный прасад. Кухонные котлы отлиты специально для храма. Это традиционные храмовые котлы из бронзы и олова. Один из таких котлов диаметром почти 2 метра и весит больше тонны, будучи пустым. Конструкция этих массивных котлов и высокое качество металла, из которого они изготовлены, позволяют готовить огромные объемы пищи, сохраняя ее вкус, аромат и питательную ценность. Неподалеку от храмового комплекса расположена гошала. Защита коров – неотъемлемая часть ведической культуры и особый аспект служения, которому сам Господь Кришна уделяет огромное внимание. Уже завтра мы отправимся в следующий город, потому сегодня нужно успеть посетить еще 2 храма в Салеме. Первый посвящен Шри Рамануджи, великому ачарье, реформатору вайшнавизма и основателю философии Вишишта Адвайта. Главная мурти исполнена с особым благоговением и тонкостью, отражает духовное могущество великого ачарьи. Его божественный облик запечатлен в позе глубокого размышления, словно он пребывает в вечном созерцании Господа. Глаза его полны сострадания и мудрости, а лицо излучает умиротворение и решимость,
качества, которые определяли всю его жизнь. Мурти украшена простыми, но изысканными вайшнавскими знаками, тилаком и священными атрибутами, подчеркивающими его преданность Господу. На территории комплекса также установлены 4 небольших храма с божествами Вишну и других мест. Отсюда отправляемся в храм, который оставил особое впечатление в моем сознании. Храм Шри Кадананда Рамасвами в Айодхпатинам. Это пример южноиндийской храмовой архитектуры, отражающий вековые традиции и богатое духовное наследие. Вход в храм украшает изящная Раджакапурам, увенчанная резными скульптурами. На ней запечатлены сцены из Рамаяны. Изображение Господа Рамы и его спутников встречают паломников, приглашая их прикоснуться к древней истории. Внутри храмового комплекса находится мандапа, просторный зал с массивными колоннами, украшенными искусной резьбой. На них оживают эпизоды из жизни Рамы, сцены битв, коронации и моменты духовного подвига, передающие величие и благородство его лик. Колонны этого храма созданы из уникального камня, обладающего резонансными свойствами. Если постучать по ним пальцами, можно услышать чистые мелодичные звуки, напоминающие музыкальные ноты. Эта удивительная особенность делает храм не только местом поклонения, но и воплощением древнего искусства, в котором архитектура и музыка сливаются воедино. Особую магию храму придают его скульптурные детали. Рельефные композиции фрески переносят нас в эпоху древних сражений, побед и великого возвращения храма в Айодхью. Каждый элемент здесь не просто украшение, а визуальное откровение, пробуждающее веру и преданность. Впервые за целый день мы встретили брамана, который был готов поделиться катхой. Это стало для нас настоящей радостью, ведь живое повествование о Господе наполняет сердце особым благоговением и духовной радостью. Этот храм хранит древнюю легенду, связанную с Господом Рамой. После победы над Раваной и освобождением Ситы, он вместе со своими спутниками отправился в Айодхью на небесной колеснице Пушпакавимани, которая досталась ему после гибели Раваны. По пути они сделали несколько остановок, и одна из них была вашими великого мудреца Бхарадваджи. Именно здесь, в далеком прошлом, Рама уже останавливался перед тем, как отправиться в изгнание. Теперь же, возвращаясь как победитель, он вновь вошел в обитель Риши. Мудрец Бхарадваджа с великой радостью принял Раму, оказав ему гостеприимство, достойное Верховного Господа. Понимая, какую роль Рама играет в судьбе мира, он предложил провести частичную коронацию прямо в своем ашраме. Следуя наставлениям браманов и всегда проявляя почтение к Риши, Рама согласился и совершил символическую церемонию омовения Абхишеку. Однако он знал, что его истинная коронация должна состояться только в Айодхе. Получив благословение Бхарадваджи, Рама отправился дальше, в Нандиграм, где его брат Бхарата, живший в аскезе, ожидал возвращения своего Господа. Затем они вместе прибыли в Айодхью, где состоялась великая коронация Рамы. На этом мы завершаем наше повествование о святынях Салема, но наше паломничество только начинается. Впереди еще множество древних храмов и удивительных историй. В следующем выпуске мы отправимся в Веллор и Канчипурам, два древних города, пропитанные духом преданности.